Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог, на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, очень важное, конечно, событие происходит и в мировом масштабе. У нас такое ни мира, ни войны в Иране. Вроде как корабли прорываются. Об этом в конце поговорим обязательно. Но начать, конечно, хотелось бы с проблем внутриукраинских. И таких, которые прям рвут душу. Нам всячески говорят о том, что, ну, смотрите, фронт, ну, кому он нужен этот фронт? Ну, подумаешь, да, ну, там, все уже в роботах, все какая-то вот такая вот, скажем так, атмосфера. Но когда проходят обмены телами, мы видим 1000 на 41, ну, то есть 1000 на 30. И получается какие-то странные вопросы. Странными вопросами задается общество. Начать наш разговор сегодняшний я хотел бы с умопомрачительной истории о том, как в соцсетях возникла проблема и ее решили. Значит, пользовательница с ником Петровна говорит: ребята, максимальный репост, беда случилась. Беда прям. С 14-я бригада, 2-й механизированный батальон, приграничники, которые там, да, прикомандированы, ну, там, к 30-й бригаде 2-го батальона, без еды, без воды, собственно, и, в общем, на передовой прям, ну, голод, ни связи, ни еды, ничего. Приходит Министерство обороны в комментариях и говорит, что да, все мы знаем об этой истории, будем решать, будем спасать. Но вид у этих бойцов вообще удручающий. Вот человек уже с татуировкой, похожая, да, на трезубец, в очень оригинальном стиле, ее, собственно, пытался там в окопе без еды закрасить. Вот такие истощенные бойцы. И что самое интересное, да, то есть возраст, вроде как ребята молодые, но попадаются и вот такие экземпляры. Это фотография вообще, как вот, да, блокадного Ленинграда. Получается, что у нас очень классно все в соцсетях, очень деятельные все непосредственно в публичной плоскости, говорят, что воюют роботы. Роботы-то воюют. А это тогда как объяснить? Получается, ни логистики, ни снабжения, в конкретных участках просто какой-то провал. Но нам втирают, что, смотрите, там чуть ли не перемога, как классно горит какой-нибудь российский завод. Как это отражается вообще на ход политических каких-то договоренностей, политической коммуникации власти с народом? Знаете, когда-то Владимир Семенович Высоцкий в одной из песен привел такие строки: «Переворот в мозгах из края в край, в пространстве масса трещин и смещений, в аду решили черти строить рай для собственных грядущих поколений». Мне кажется, эти слова были пророческие и именно для Украины, для того, что они описывают очень отчетливо то, что сейчас происходит в нашей стране. Если мы посмотрим, у нас общество давно поделилось на тех, которым можно все, на тех, которым вообще нельзя ничего. Прикрывается это исключительно патріотичними лозунгами, некой необходимостью, что кожен чоловік має боронити свою вітчизну, має йти на фронт і стояти там до останнього. Но, к сожалению, не кожен человек, да, из тех, кто об этом заявляет, вообще бывал хотя бы на фронте и видел тот ужас войны, который там происходит. В большинстве своем это делают яценюки, которые где-то в Майами-Бич находятся, да, это делают барбершопные войска, которые получают ордена и медали в Киеве, воюя, да, в чистой, хорошей форме на бронированном автомобиле. Это говорят политики, да, это говорят коммерсанты и деятели культуры, так называемые деятели культуры. А на фронте, на передовой находятся мужики, пацаны, которые туда не стремились и не хотели. И это не пропаганда, это не то, что мое мнение, это мнение уже даже украинских вооруженных сил. Ведь еще 1,5 года назад было сказано, причем многократно сказано, что добровольцы закончились в первых два года войны. Дальше идут уже люди, которых насильно поймали и отправили. Вот и отношение к этим людям со стороны власти такое же, что бы они ни рассказывали, но они называют людей публично ресурсом. Они говорят, это мобилизационный ресурс, это человеческий ресурс, не личный состав, не граждане Украины, не солдаты вооруженных сил Украины. Это ресурс.
Вот они на ресурс, другой ресурс не тратят, потому что дебет с кредитом тогда не сойдется. На этом же можно сэкономить. Можно украсть на поставках яиц вооруженные силы Украины. Можно бронежилеты левые поставить с обычной металлической пластиной, которая прошивается в два счета. Да? Можно, условно говоря, не дать солдатам на передовой амуниции, денег, патронов и прочего. Это все можно сделать, и они это делают. В масштабах, условно говоря, одной человеческой жизни, да, это, возможно, трагедия, конечно, да, это нехватка там чего-то, продовольствия и прочее, а в масштабах всех вооруженных сил это миллиарды денег. Это миллиарды денег, которые уходят не по назначению. Эти деньги приходят от западных спонсоров, от западных кредитов, европейских, американских, неважно. Вот и они в первую очередь должны, по мнению, ну и по высказыванию там, Зеленского окружения, распределяться на боевые действия, на поддержание вооруженных сил Украины. И львиная доля этих денег банально списывается. Я когда увидел эти фотографии бойцов, о которых вы говорите, которых вы в эфире привели, я честно подумал, что это пленные. Потому что это люди, которые находятся в плену, это было бы логично. Но они выглядят хуже, чем пленные. И эти люди не в плену находятся, они находятся на передовой. И это отношение не ворога, там, да, не армии, которая взяла в плен, пленила своего врага, другого солдата. Это отношение собственного руководящего состава. И когда, вот просто вдумайтесь, сидит этот мужик, который шел домой, шел, не знаю, за ребенком в садик, шел к жене на день рождения, да, возможно, еще куда-то шел, за хлебом в магазин или просто вышел на улицу покурить, да, его схватили, избили, унизили, потому что они еще попутно унижают не только словами, но и действиями. Неоднократно это попадало на видеопленку, да, отправили на передовую. Во-первых, учебка там это одно слово, учебка, да, мы все прекрасно знаем, и солдаты сами записывают видео, выкладывают, когда есть такая возможность, что они 3 недели, да, в лучшем случае 3 недели они побыли в учебке, вот, и их отправили. Что за 3 недели их научили? Автомат Калашникова разобрать и собрать, ну, это, мне кажется, каждый со школьной скамьи умеет. Стрелять, ну, мне кажется, не научишься ты за 3 недели, если тебя 2 раза на стрельбище отправили, стрелять. Обороняться, спасать свою жизнь. Ну, мы прекрасно понимаем, насколько подготовленные бойцы отправляются на передовую. И как их учат, если им руки поломали, когда их мобилизуют. Эти 3 недели для того, чтобы зеленкой раны замазать. А потом на передок. Вот он туда попадает. Он туда не просился. Он за Зеленского, за Миндича, Цукермана и Яценюка умирать особо не хотел, или там за Тимошенко, Порошенко. Он прекрасно видит, что происходит и как эти негодяи воруют на крови. Он туда попадает, мало того, что его не обучили, против его воли туда отправили, он понимает, что ему еды не дадут, амуниции не дадут, воды не дадут. По некоторым данным, офицеры находятся не солдатами, да, высший, ну как, не высший, средний офицерский состав, находится далеко от линии разграничения, и у них там все есть. И не то они не консервы жрут, у них там нормальный подвоз продовольствия для офицерского состава. Вот. А эти ребята сидят и помирают. И более того, мало того, что он свою жизнь и здоровье там теряет, а что такое потерять здоровье? Мы видим эти фотографии, этот человек вернется абсолютно больным. Если вернется, это, кстати, вопрос огромный, абсолютно больным человеком, да, с огромным количеством проблем со здоровьем, которые государство ему не вылечит. Вот не вылечит, да, ни Зеленский, никто, кто его туда отправлял, ни Федоров, ни Резников, да, никто этого не сделает, ни Сырский. Никто не будет его лечить. То есть он возвращается больным человеком, читай инвалидом, на плечи семьи. Вот если возвращается. Потому что мало сейчас случаев, когда возвращаются на плечи семьи, на плечи жены, родителей и детей. Мало того, то есть они во время теряют кормильца. Если, не дай бог, он погибает, вот, то не факт, что жена и дети получат компенсацию. И это отношения. Поэтому я говорю, что в аду решили строить рай для собственных поколений, потому что есть их окружение, их круг общения, их каста, которая себя чувствует офигенно ровно. Если вы посмотрите, да, вот даже обратил на это внимание сын Трампа, каждая вторая самая дорогая машина в Монако, чья? Украинская. Ну так о чем Ну говорить? да, и, конечно, вот эти
хоромы Ахметова, да, которая как бы... Туда, Ну, это туда. исторический рекорд. Вы что, недвижимость за 500 000 000 евро, это же, конечно, нечто. Но вот вы понимаете, я вот хочу сакцентировать, вы говорите, там, 3 недели на учебке, чтобы залезать раны. Так а есть после чего? Вот сегодня всколыхнуло всех видео из Луцка, ну, то Волынь, конкретно. Мы видим, что вот тоже, знаете, вот этот вот голодные игры, ей-богу, кто-то там, много таких видео, я думаю, в соцсетях и вам попадались, кто-то давит каблуком на свадьбе торт свадебный, там бросает продукты, вот это все, а кто-то, собственно, не доедает и на другом конце света не то, что концы с концами сводит, а за корку хлеба там дети плачут и, собственно, ну не дерутся, но как бы тоже, да, ссорятся, как в какой-нибудь там Африке. То есть это же наша жизнь. То есть вот, пожалуйста, значит, строится, ну, собственно, коттеджики, хороший новый ремонт, черепица. И вот ТЦКшник забрался на крышу и, собственно, пытается мобилизировать, так сказать, ну, в общем, в ряды вооруженных сил Украины пополнить. Упал, конечно, он крепко, но вроде поднялся, и сбросились, в общем, они с крыши вот в этой борьбе. Ну и вот так вот это все и, собственно, выглядит. Долго там приводили в чувство, что все нормально, нормально после падения, помогает, вот вы видите, выбегает третий, и, собственно, они его втроем хватают и волокут по земле, так сказать, родину защищать. До этого там были видеокадры, как он ему говорит, спускайся по-нормальному. Причем тоже так интересно, знаете, тут языковой тоже вопрос включается. Этот ТЦКшник, который с ним боролся, он ему на чисто русском языке говорит, давай по-нормальному, а то сейчас сброшу. А за забором, видимо, другие строители этого коттеджного, ну или там ЖК, да, с частными домами снимают, и вони так по-украински так, а видео скинешь, а шо, и там комментируют это все, там, да, ну, понятно, там, с руганью и, ну, прям как на футболе находятся. Ну, слушайте, оккупанты пришли на Волынь, представляете? Русскоязычные такие оккупанты, да хуже, чем русские, понимаете? То есть прям по-русски его. Сразу понятно, что это какой-то с других регионов, что это все ротация, что они такие ожесточенные, потому что вот так вот они их меняют. Это прям целая система, с которой невозможно, собственно, справиться. Вчера было видео, как в Харькове выламывают двери и представляют пистолет к голове мужику, у которого отсрочка. Зачем? Ну, чтобы он отказался от отсрочки. Вот сейчас мы видим, это же конкретная работяга. То есть там на финальной стадии дом, они за ним полезли на крышу. Ну, я надеюсь, жалко, конечно, мужика, но я надеюсь, что нормально ушибся и этот ТЦКшник. И это все не останавливается. Не останавливается. И, казалось бы, вроде такая дискуссия общественная, чтобы остановиться. Но не останавливается. Почему? Малыш и Карлосон на крыше, да, борьба такая. Но я видел это видео, оно, с одной стороны, конечно, ну, выглядит как комическое, туда еще музыку можно из Чарли Чаплина добавить, да, такой немой фильм. А с другой стороны, это же театр абсурда. То есть, если мы посмотрим, что лезут на крышу, чтобы мобилизовать этого бедного мужика, который пытается как-то прокормить себя и свою семью, да, работая, то есть работая, не сидит дома, не, там, не на иждивении каком-то сидит, не идет в людоловы, чтобы колотить бабки, а работает, честно работает. И вот честно работающего человека ловят за ноги, сбрасывают с крыши, он падает, да, вот. Правда, ТЦКшники тоже как кегли разлетаются, но сам факт в том, что вот это реальность сейчас Украины. Вот тебе честно работающий человек, и вот отношение государства к нему. Я не хочу, чтобы там сейчас как популизм восприняли, вот государство, во всем там виноват Зеленский и прочее. Но давайте объективно. ТЦК – это часть вооруженных сил Украины. Верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины – это Зеленский. Как ни крути. Даже понятно, что те, которые являются солдатами вооруженных сил Украины, те, которые воюют, их сильно корежит, когда говорят, что ТЦК – это составная часть вооруженных сил Украины. Но, ребят, как ни крути, так оно и есть, да, из песни слов не выбросишь. Это отдельное подразделение, которое должно и ловить людей, да, и которое себя ведет по отношению к украинскому народу так, как мы видим. У меня уже кот пришел, хочет тоже поучаствовать. Вот. Ну, И, так значит, тема же его, мобилизация на крыше, да. 100%, да, не оборачивайся задом, некультурно. Ну вот, значит, ну, видишь, коту не объяснишь, как людям, но тем не менее.
Вот, иди сюда. Насчет мобилизации на крыше, продолжая эту тематику, ложись. Все понятно. Вот, насчет этой тематики. Значит, такая мобилизация, она будет проводиться и в других местах, и в городах, и в домах. Потому что Федоров, да, публично объявил, что необходимо собрать 2 миллиона человек. Это не просто фраза, не просто цифра. Это руководство к действию. И все эти людоловы, и полиция, которая вместе с ними ездит, да, которая должна защищать людей от подобных бесчинств, она содействует, помогает это делать. Они будут помогать мобилизовать этих людей. Не найдется такого. Куда такая численность, куда такая? Ну, сейчас же там тоже 800 тысяч, миллион, ну, до миллиона. Ну, а куда еще 2 миллиона? Это чтобы что? Это чтобы на Москву идти? Не, мне кажется, это чтобы во Львов не отступать. Тут другой момент. То есть Зеленскому необходимо продержаться несколько лет еще. То есть британцы прямо заявили, что подписание мира или прекращение боевых действий в этом году, либо в ближайший год, это угроза национальной безопасности Британии, поэтому необходимо держаться и продолжать войну дальше. Европейские чиновники страны НАТО сказали, что готовятся большие боевые действия к 30-му году. Вот. И, собственно, к 30-му году они прекрасно понимают, что кто-то должен держать эти рубежи. Иначе что? Иначе Путин нападет на Берлин, на Лондон, на Париж. Да? Объективно понятно, что никто не планирует нападать ни на Лондон, ни на Париж, ни на Берлин. Вот. Но для того, чтобы военно-промышленный комплекс Европейского Союза работал полностью, военно-промышленный комплекс НАТО работал полностью, приходится для них такую мантру включать для собственного населения. И Зеленский здесь играет первую скрипку. Вот когда говорю про британцев, да, это приходит агент Ми-6 и пытается мне закрыть рот. Но вот Видимо, порода британская, судя по всему. Да, британская. Вот, что-то просыпается, вот, кровь не вода, как говорится. Вот, поэтому, когда мы видим эту ситуацию в общем контексте, мы понимаем, что у Зеленского стоит задача продержаться 3 года. Неважно, сколько людей он потеряет, неважно, сколько территорий он потеряет. То есть для них, по сути, не имеет значения, что дальше будет с Украиной. То, что Украина потеряет вообще какие-либо перспективы на будущее развитие, никак не волнует тех кураторов, которые работают на ВПК Европейского Союза, ну, либо американская ВПК. В данном случае разница небольшая, потому что кто-то является посредником, кто-то производителем. И тут большой вопрос к Зеленскому и к его системе, которая является частью его вертикали. А тебе нормально? Вот мне хочется задать вопрос. Им-то плевать, для них туземцы. Отношение Британии к странам третьего мира, да, оно отчетливо было видно по отношению к Китаю, да, несколько там сотен лет назад, по отношению к Индии, Ост-Индийская компания, по отношению к другим странам. То есть это пиратский подход, мы забираем то, что мы считаем своим, то, что плохо лежит, и мы себе это прикарманиваем. Вопрос только к местной элите. Да? Понятно, что она не местная, можно долго рассуждать насчет того, на кого он работает и кем он себя считает, но я хочу обратиться к внутренней части, да, этого человека. Ты же родился в Украине, вот, ты же вырос в Украине, ты же не лорд британский, да, то есть тебя не воспитывали в Букингемском дворце, ты обычный пацан криворужский. И ты, когда рос с этими людьми, как же они тебя обидели, что ты к ним так относишься? Вот так, как к пушечному мясу. Ну, или вот эти присластили, или сладенькое пообещали. Я вообще не могу понять. Сегодня событие же, событие. Приехал принц Гарри, смотрите, обнимается, встречается. Кого-то, собственно, вот ему так все рады, встречают. Вот одни объятия, вторые объятия. Но это он не знает, просто пожал руки. То есть вот он такой, собственно, воодушевленный. Радость-то какая, понимаете? А что это он тут зачастил? Уже у Клопотенко покушал, уже и, собственно... То есть, понимаете, какая-то странная... Как бы странные визиты. Я вижу и провожу такую параллель, причем и принц Гарри, и там другие представители Британии приезжают в какой-то важный момент. Сейчас момент более чем важный.
Вместе с тем, пока там вот на паузе иранская история, Зеленский уже успел, ну, там, немножко и так нахамить, то как бы почему бы и нет, в сторону Трампа лично, мол, что стоит твои гарантии, через 2,5 года тебя не будет. Кушнера, Уиткофа, говорит, ну, там, не надо их переоценивать, типа, ну, они в Москве там катались, по секундчике ели, это им надо, понимаете? То есть, а что это за период такой? Что это не разъездились британские из метрополии? Ну, период такой, что Зеленского сейчас серьезно качают американцы, и эти конфликты, которые вышли в публичное пространство, да, когда он уже себе позволяет рассказывать о том, что Трамп, он вообще там на 2 года, он когда эту фразу говорит, он же отчетливо ощущает, что он-то навсегда. Трамп еще 2 года, а вот Зеленский, он уже 7 лет при власти, да, и еще столько же будет. Он чувствует, что он вечный. Это, кстати, проблема многих недальновидных людей, да, которые думают, что ничего не изменится и что никто ему не указ, столько просидел. Я, говорит, как Шариков на этих 16 аршинах сидел и сидеть буду, да, только сковырнуть его очень просто тем же американцам, вот, и другим представителям глобальной элиты. И когда он рассказывает о том, что Трамп на 2 года, ну, это же определенно оскорбление в лицо Дональда Трампа. Не суть в том, что он не знает, что он на 2 года. Он прекрасно знает, сколько президентский срок полномочий в Соединенных Штатах Америки. И прекрасно он понимает, что продлить он его так же бездумно, как это делает Зеленский, просто закрыв глаза на Конституцию, не сможет. Потому что его там посадят. Вот. Соединенные Штаты Америки в этом смысле, да, в правовом смысле, можно, конечно, спорить. И отношение к другим странам, да, я здесь полностью согласен, они плевать хотели на международное право, да, на какие-то аргументации, но что касается внутренней борьбы, там существуют определенные правила. И эти правила, да, они десятилетиями, а то и веками заложены, потому что бизнес-кланы, структуры, корпорации, корпоратократия, которая хранит материнские компании на территории США, они себя таким образом обезопасили от банального тупого рейдерства, да, от беспредела и войны всех против всех. То есть они соблюдают определенный кодекс. В этом смысле могут делать все, что угодно, но тем не менее есть закон, да, для равных между собой. Этот закон может не действовать на более слабых людей, да, просто граждан, но на серьезные политические элиты все-таки и законы, и понятия там работают, в отличие от Зеленского в Украине. Но когда он начинает оскорблять ближайшее окружение Трампа, а в данном случае Кушнер и Уитков — это не просто посыльные, которые летают по всему миру. Я хочу обратить внимание всех слушателей и зрителей. Друзья, посмотрите, 2 человека, во всех делах участвуют только эти 2 фамилии — Уитков и Кушнер. То есть он не... Хотя что, в Госдепе людей мало, да, дипломатов США мало, разведчиков мало, бизнесменов мало. Нет, есть 2 человека, которым Трамп доверяет как самому себе. В данном случае Кушнер — это часть семьи, но помимо части семьи... Извините, ну, Да. простите, а Трамп себе доверяет, судя по его заявлениям? Утром одно, ночью другое, вечером так. Это, ну, как... Тут доверие Трампа — это прям серьезная дискуссия. Я согласен, но в данном случае, мне кажется, он больше беса гонит и влияет на рынки. Он в полном адеквате находится, но то, что он делает по отношению к другим странам, да, это вызывает массу вопросов, насколько эта адекватность, да, она всецелая и насколько можно на нее рассчитывать. Это как бы другая часть разговора, к этому, думаю, тоже сегодня затронем, когда будем Иран обсуждать. Но что касательно Кушнера, да, ну, мало того, что он является частью семьи Трампа, да, он же является частью очень влиятельной структуры, да, того же самого пресловутого еврейского лобби в США, большого капитала. Он и сам как бы миллиардер и влиятельная личность. И на Ближнем Востоке очень много инвестиций, да, и в Соединенных Штатах Америки, и доверенное лицо. Такая же история и с Уиткофом. Это влиятельнейший человек. И когда Зеленский рассказывает, что они там ездят в Москву, и вообще это им надо, ну, я хотел бы задуматься, да, над этими словами, попросить всех задуматься. Им надо. Это миллиардеры, которые имеют влияние по всему миру.
Их принимают в своих кабинетах и Путин, и другие. А тебе не надо, да, вот Зеленский, то есть тебе не надо закончить войну. Это проблема Трампа, Уиткофа и Кушнера. Так я так скажу, что для Трампа, Уиткофа и Кушнера, если Украина не станет на карте, для них в их жизни ничего не поменяется. Вот вообще ничего. Так в По жизни сути. Зеленского тоже. Ну вот опять-таки мы сравнивали, да, я не просто так упомянул Ахметова с домом в Монако. Ну вот мы видим, то есть миллиардеры, влиятельные люди, вот как они себя, это им, значит, надо, а Ахметову, получается, не надо, у него так все хорошо, то есть, да, то есть, а Зеленскому не надо, у Ахметова друг Шефир, у Шефира друг Зеленский, ну то есть нормально они там между собой, скажем так, ну там, скажем так, взаимоотношения выстроили. Получается, ну Америку уже не бомбят, по инфраструктуре не бьют, вы так говорите, криворожский пацан. Он прилетела сегодня по Кривому Рогу, скажем, по админзданию, подстанции, объекту инфраструктуры. Там женщина вроде как ранена, 41-летняя, дай бог, чтобы выжила. Вот, и это все каждый день. И, конечно, нужно им. Но вот если так тему Британии чуть-чуть продлить, я, если честно, все запереживали. И люди в комментариях пишут. Думаю, вам тоже пишут. Кстати, подпишитесь на Лазарева, друзья. Подпишитесь на Спасибо. этот канал, если не подписаны. А то половина смотрит без подписки. Давайте это как бы менять в лучшую сторону. Давайте все-таки держаться вместе. Так вот, заволновались зрители. А где Залужный? А куда он пропал? И прям ни слуху, ни духу, как вот эта вот история с Ираном, как вот это прям молчит себе в тряпочку. Но выдохнули. Появился Залужный. И выходит, говорит, а как продать победу, там, одной стороне, другой стороне, ну и рассуждает по профилю про то, почему никто не хочет воювати. Давайте послухаємо. Катастрофа заключається в тому, що людині зараз там не то, що небезпечно, а абсолютно навіть недоречно там перебувати. Тому що прилітають роботи або на управління АІ, або під управлінням людей, і ці роботи вбивають людей. Ось, до речі, перша проблема мобілізації насправді, тому що люди знають про те, що захисту від дронів на сьогоднішній день немає нічого. Ніяка підготовка в навчальному центрі не зробить так, дрон літає зі швидкістю 120 км на годину. Він наздоганяє будь-яку машину і вбиває. Да? Що вже казати про людину, яка там намагається там тиждень рухається боєць там 15 км для того, щоб замінити на позиції там свого побратима, якому там гельмом погано. То есть он прям рассказывает ситуацию на фронте, прям со знанием дела, говорит, а зачем вот это вот готовить, вот эти все учебки, вот это все. Там вообще находиться нельзя на этой передовой, понимаете? Это к вопросу об этих истощенных солдатах. Что там находиться? Ну там дрон же летает, там убивает 120 километров в час, ты от него не убежишь, не спрячешься. Конечно, там небезопасно, поэтому люди туда и не хотят, понимаете? Но люди не хотят... Ну, простите, пожалуйста, а мы видим, что приходится. И получается, что вроде как все понимают, но никто это не заканчивает. То есть мясо как гонят, так и гонят, всех хватают, ловят, как отправляют, так и отправляют, но мудрый Залужный, это он детям рассказывал, ну, будущим дипломатам включался к ним, так сказать, и разглагольствовал, и поэтому видео с этим появилось, это вот такое публичное проявление Залужного после молчания. С вот такими рассуждениями о фронте. Как оцените? И вот детям Залужный дипломата учит, это, мне кажется, это уже признак тому, что кранты дипломатической системе Украины, ну, в принципе, после Львивской школы дипломатии, да, после Кулебы и прочее, это и так было понятно, что с дипломатической системой страны происходит. А теперь еще и Залужный, да, великий дипломат времен и народов, вот, ну, практически отечественный Киссинджер. Вот. Или Громыко, кому что больше нравится. Вот. Великий человек, безусловно, с прекрасным знанием иностранных языков, что и должно быть для дипломата, особенно работающего в Британии. Вот. Но в общем, я тоже посмотрел это все, послушал и задался вопросом, отчасти-то он прав, да, когда он говорит о роботизации систем вооружений, о том, что сейчас прерогатива больше у систем беспилотных атак, у дронов, да, у робототехники, и с каждым днем война обретает новый и новый характер. То есть, по сути, через лет 5 или 10 мы увидим, что те китайские гуманоидные роботы, да, от которых у Мерца глаза на лоб полезли, вот, не дает мне кот покоя, вот от которых у Мерца глаза на лоб полезли, они скоро будут воевать с оружием в руках, а то есть они будут бегать, прыгать, стрелять, и фильм «Терминатор», да, который когда-то мы смотрели там в детстве, в 90-х, вот, и нам казалось, что это вымышленная реальность, это скоро будет нашей реальностью, реальностью войны, реальностью жизни, реальностью работы.
роботизация, автоматизация производства, замещение человеческого труда машинным трудом. Машинным трудом. Это все шестой технологический уклад, в который мы вступили в 2018 году. Он никуда не делся, и он развивается. И мы видим, что за эти несколько лет с 2018 года многие страны, такие как Китай, да, например, шагнули очень далеко вперед. И как Европа, имеющая базис, отстала. Будет замещение человека труда на производстве. Соответственно, люди будут не нужны. Никто датировать их покупательскую способность не будет, как об этом говорит Илон Маск. Но в первую очередь сердце, да, всего технологического прогресса – это всегда военно-промышленный комплекс. И все технологии прокатываются именно там. Но я хочу добавить, что в данном случае я согласен с тем, что он сказал, но я не согласен, что это является первопричиной, почему люди не хотят воевать. Люди не хотят воевать, потому что не понимают, за кого и за что воевать. За Зеленского или за Залужного. Здорового взрослого мужика, у которого все в порядке со здоровьем, которого уволили с должности главкома вооруженных сил Украины, и он не пошел дальше воевать и служить в армию, хотя по здоровью уж может пойти, да, не рядовым офицером, у него никто погоны ему не срезал, его просто должности лишили, он не пошел дальше воевать, он убежал за границу. Убежал, и оттуда он сентенции рассказывает о том, кто как хочет воевать. За тех, которые гребут на улице ТЦКшники, за ментов, которые убегают, не спасая жизни людей. Люди видят это все, за эту повальную, тотальную коррупцию. Погибать никто не хочет. И дело не в том, что роботы или еще что-то. Люди начинают понимать, а что вы нас разводите, да? О каком патриотизме вы впариваете вот каждый день с телеэкранов, либо там с рупоров каких-то на патриотичном воспитании, вы это все рассказываете. Но мы что видим этот патриотизм. Патриотизм заканчивается там, где бабки начинаются. Мы видим, как вы там мова украинская, украинизация и прочее, а сами разговариваете на русском языке. Так а почему это нам, обычному народу, нельзя говорить на русском языке? Для кого-то это родной язык, да, на родном языке. А вам можно, особенно когда бабки делите. Так удобнее же делить на своем родном языке, да? А для всех остальных, вот для тех, которых должно резать или стричь, вот вы будете рассказывать о том, что патріотизм, слава Україні, героям слава, і от тільки так. А якщо ти так не сказав, ти москаль, якщо ти в 9 ранку не зупинився в автомобілі на хвилину мовчання, ти москаль, ти агент Кремля, і все. І зараз будуть искать, как этот Княжицкий, да, законопроект зарегистрировал о том, что против украинофобии там уголовная ответственность какая-то. Я просто удивляюсь этой дичи. Поэтому мужчины украинские, которых ТЦКшник избивает, унижает, которых Зеленский его окружением воровывает, так они не хотят умирать. Понятное дело, за кого? За то, что потом дети сиротами были, жены вдовами без денег. Ну, это смотрите, понятная история. Тут уже положили глаз и на жен, и на женщин. И это квинтэссенция. Это вот, смотрите, сейчас короткий ролик. Смотрите, все вот так. Это же вот то, о чем вы сейчас говорите, это же прививалось, ну, лет 20, наверное, ну, 15 точно. Ну, вот эти все нарративы, вот это Украина, вот это все, кто не скачет, то и москаль, туда-сюда, то есть вот эти все моменты, потом Майдан, тот, который с кровью был, да и раньше еще, 2004 год, то есть даже больше 20 лет, если так вот образно. Это прям прорабатывалось. Сейчас время сжалось, все ускорилось, плюс еще запросы есть. Принц Гарри не просто так приезжает, он приезжает, а засвидетельствует поддержку. Поддержку в чем? В правильном курсе. А что это за курс? Квинтэссенция украинской пропаганды, вот сейчас в ролике там все те, кого мы видим по марафону, все те, которые, вот все те, у которых все нормально, но они имеют хоть какой-то вес, артистический, как военные, как какие-то лидеры общественного мнения, нам начинают вдруг рассказывать о том, что ну, женщина тоже человек. Женщина, не бывает там труда женского, мужского. Это феноменальная просто история. Давайте посмотрим. Виправдовувати насилля тим, як виглядає жінка. Жодний одяг не робить її винною. Досить ігнорувати ідею жінки, поки її не повторив чоловік. Почуйте її одразу. Досить платити жінці менше за ту саму роботу. Стать – це не аргумент для меншої зарплатні. Досить бажати жінкам жіночого щастя.
Жінка не чиясь нагорода. Вона має право на власне життя і власний вибір. Лікарняний з дитиною – це відповідальність обох батьків, а не жіноча справа. Талант це не він і не вона. Це хист, який в собі може розвивати абсолютно кожна людина, незалежно від гендеру. Ви впоралися з цією роботою дуже вправно, як для жінки? Експертність не має гендеру. Вона або є, або її немає. В світі досі немає жодної країни, де жінки та дівчата мали б повну юридичну рівність. Жодної країни. Єдине, що можуть зробити сьогодні чоловіки, це доєднати свій голос до голосу жінок. В общем, все как бы понятно, да? Эмансипация, все дела, там притеснение женщин не должно быть, за права, не хватает тут 3 точки и воювати це жіноча справа. Но все же видят, что на 5-м году войны и с тем, как заканчиваются вот эти мужчины, с тем, как все больше и больше говорят о каких-то там иностранцах-добровольцах, что к этому все идет. Хотя, конечно, в самом ролике все видные люди не говорят и не призывают, но там же и военные, и все, и не рассуждают о правах женщины в обществе. В каком обществе? Где мужчин повыкосили? Ну, то есть, следующий шаг, это понятно, это конкретное, ну, скажем так, привлечение женщин. Уже сейчас там публикуют о том, что есть какие-то госзаказы на высшее учебное заведение, о том, что там оборона Украины, специальности, предметы, и вот это вот все. Причем женщин, мальчиков и девочек, имеется в виду, в высших учебных заведениях будут готовить одинаково, и вот это вот строят, и как бы стирают вот эту последнюю грань за вот такими, ну, казалось бы, правильными речами и словесами. Мы в шаге уже от женской мобилизации, Александр? Более того, не только женской мобилизации, понижение мобилизационного возраста, все эти ролики, вы правильно подметили, просто так не запускаются. Выбрали все медийные лица, которые сотрудничают так или иначе с офисом президента Украины, да, которые получают медальки, да, им отрабатывать их тоже надо, вот, и деятели культуры, и другие деятели, вот, которые всегда были в обойме ОП, вот, они эту тему не просто так задвигают. Такие ролики никто случайно не записывает. Никакой общественной инициативы, а давайте-ка мы вместе созвонимся 20 человек, да, которые между собой, возможно, даже не знакомы, и запишем этот ролик. Ну, это смешно, это может быть на дурачка где-то прокатит. Но люди, которые более-менее понимают, как выстроена эта система политической пропаганды, медийной пропаганды, они видят, что это заказной ролик, вот, который конкретно должен, как вы правильно подметили, да, нормализовать определенные вещи. Ну, женщина равна мужчине, да, женщина должна иметь такие же права. Простите, а женщина не имеет таких же прав, как мужчина. У женщин обязанности другие, да, по Конституции прописаны. Она не должна идти погибать на фронт. Вот в чем-то разница, собственно говоря. Вот, а права такие же есть, да. Ну да, есть, конечно, те, которые... Ну, и их отсутствие точно такое же. 100%, 100%, именно так, да. То есть, по сути, как бы разница только в одном. И они эту грань хотят стереть. То есть это окно Авертона, да, это обсуждение, то, что раньше казалось ненормальным, да, то, на что раньше никто бы даже подумать не мог. Сначала будут несколько стадий проходить, да, а потом все равно стадия принятия прийдет і неізбіжності, ну а що, мужиків-то нет, оборонити потрібно, а хто піде? Ну діти, ну жінки хай йдуть, да? И в данном случае они готовят пространство для женской мобилизации. Это страшные вещи, потому что сначала будет расширение специальностей военнообязанных женщин, то есть они будут расширять, там и так номенклатура очень широкая, то есть они будут и дальше ее расширять до 50, и пока все не вместят рабочие специальности, нерабочие женские, для того, чтобы мобилизовать. И потом будут постепенно привлекать их на войну. Задача стоит, что все должны держаться 3 года. Какой ценой ты будешь держаться? Ценой женщин, детей, подростков, вообще никого не интересует. Вот этот персонаж, который из Айдара, да, выступает, рассказывает, что 21 год нормально, можно и ниже, да, чтобы человек шел воевать. Зачем? Что такое там до 25 лет? Почему они не должны быть мобилизованы? С их точки зрения должны. Если бы их воля была, да, и они понимали, что не будет там жесткого протестного сопротивления, то они бы из 15 лет забирали. Не, ну что,
Усы у тебя прорезались, ну, значит, уже можешь автомат держать. В школе 9 классов закончил, больше тебе не надо. Вот. И такие батальоны они бы с удовольствием создавали. Тем более, что есть примеры и в истории, есть примеры даже в Украине, как отдельные структуры военизированные, лагеря военные для детей делали, обучали их, да, к чему-то готовили. Поэтому мы, когда за всем этим наблюдаем, мы должны понимать, что нас готовят, общество готовит к тому, что оно не должно жить в будущем. Общество должно пожертвовать собой ради британского лорда, да, либо какого-то французского буржуа, потому что они более достойны. Они более достойны, чтобы их поколения будущее жили на этой планете, чем мы, чем какой-то там украинский народ, который, кто он вообще в этом мировом пространстве. Так, мгновение. Причем такие, знаете, Александр, новости, это же прям все с гордостью сообщают. Вот смотрите, 100-летняя женщина Донецкой области оформила заграничный паспорт, чтобы путешествовать Европой, сообщает Государственная миграционная служба. Донецкой области женщина, которой 100 лет. А что она там насмотрелась в этой Донецкой области? Она там войну еще помнит, понимаете, в чем дело? Великую Отечественную, Вторую мировую, понимаете? И, конечно, она оформляет себе загранпаспорт, чтобы свалить да подальше. То есть, но мы сообщаем, смотрите, вот, это по поводу обстановки в тылу, на линии фронта. Вы так проехались по Залужному, давайте вот еще одну глибокомисленную мысль по этому поводу он скажет. Потрібно звертати увагу, що там відбувається на передньому краї. Да? Ну, він на виставці, скажімо так, важливий, але не головний. Більш важливіше те, що відбувається ось там, де закінчується кіл-зона, і те, що йде аж звідси і аж до західних кордонів. А там То есть он говорит, не надо обращать, можно, конечно, обращать внимание, что на фронте, но важнее, что вот заканчивается килл-зона, и как же мы дальше будем жить? Как дальше жизнь в тылу? Вот прифронтовые территории и дальше. Так, и что там? бачите, не все так гаразд, як ми можемо зараз спостерігати. Тому стабільно погано на фронті, стабільно погано. Єдине, що головне, щоб це стабільно погано не переросло в стабільно погане відчуття, знаєте, у суспільства. І не привело до того, що завтра це суспільство відмовиться боротися за власне життя і скаже, може нас пощадять. Це буде катастрофа. Откажется общество бороться и скажет, давайте, может, нас пощадят. То есть, елки-палки. То есть, смотрите, на примере этой 100-летней бабушки все понятно. Из Донецкой области, которая оформила себе загранпаспорт. Зачем? Потому что едет, наверное, к внукам, к правнукам, куда-то за границу, да? Так это вот свидетельство того, как вот эта жизнь в тылу, какая она. Залужный так выступает прям политиком, прям критикует, что ли, нотки прям разгромной критики в адрес Зеленского. И общество, получается, готово сдаться, пощадите нас уже, давайте заканчивать. Как-то интересный такой выход на паблик Залужного. Как прокомментируете? Вообще Залужный, да, нам нужно понимать, что это чистый проект Британии сейчас, да. То, кем он раньше был, не имеет никакого значения. Это проект перехвата в случае того, если американцы сильно качнут обстановочку в Украине, чтобы у британцев был свой запасной персонаж. В данном случае, если Зеленский не выстоит, то вот у нас есть Залужный, боевой генерал, да, который уже не только генерал, но и дипломат, да, он еще не согласен со многим. В общем, хороший свой доску парень, которого можно ставить. Батьку нации, да, вот Валера, батька нации. Вот американцы в противовес раскручивают фигуру Буданова. Вот Буданов не согласен с действиями Зеленского, не согласен с действиями по отношению к Украинской Православной Церкви. Вообще он критикует. Все эти глупости, притеснения прав – это плохо. Потом показывает, что Буданов, он командос настоящий. Даже в чине генерала и главы ГУРМО Украины он принимал участие в спецоперациях, прыгал там с вышки какой-то. Да? Это все части имиджевой раскрутки. То есть, по сути, есть две силы, которые готовят на смену Зеленского своих удобных фигур. Да, в данном случае Британия ставка на Залужного, и американцы такой некий перехват на тот же электорат, что и Залужный, выставляют Буданова, тоже боевой генерал, лично сам, в отличие от Залужного, с оружием в руках там бегал.
Вот, да еще в нем немало человеческого осталось, да, он там и за церковь, и за все выступает. То есть это разводка для людей. На самом деле разницы между ними, по сути-то, никакой, кроме того, что и другие центры силы и центры влияния стоят. Поэтому Залужный говорит то, что ему надо, то, что ему указывают, говорит для политической риторики, не более того. Если завтра ему британцы скажут, что концепция меняется, он начнет всецело поддерживать Зеленского. Это тоже нужно понимать. Поэтому грош цена его словам. Что касается жизни украинцев в тылу, то жизни этой нет. Нет ни перспектив будущего, нет ни перспектив настоящего. Вот мы с вами в видео эти показывается, мы обсуждаем, смотрим неоднократно действия ТЦК, действия полиции, уровень бандитизма и применение оружия, которое растет в стране каждый день. У нас уже нормализация этого происходит. То есть люди начинают понимать, что на улице не просто там опасно, да, потому что может там ракета, дрон прилететь, либо еще что-то. Это уже понятная история давно. А тут еще дебилы бегают с оружием и стреляют. Так вообще на улицу выходить страшно, детей выпускать нельзя. То есть о какой жизни в тылу вообще можно рассуждать? Там жизнь замороженная, жизнь в ожидании. А есть такое понятие в психологии, да, там синдром отложенной жизни. Вот отложенная жизнь. Люди сидят и ждут, когда это закончится, вот тогда мы жить начнем. И это все оттягивается, оттягивается и оттягивается. И вместо того, чтобы кто-то дал какую-то надежду, да, из тех, кто в Украине, они говорят, нет, ребята, надо еще год, два, три, пока мы там до Москвы, до Владивостока или куда он там планирует дойти. Но любой здравомыслящий человек понимает, что это бред и чепуха. Если посмотреть вообще на эти 4 года боевых действий, да, на тенденции войны, на то, куда она движется с увеличением времени, даже на потенциалы, да, боевых действий, там и армии и прочего, то все прекрасно понимают, что те задачи и планы, которые декларируются в лозунгах у Зеленского, его окружениях, да, и барбершопных войск, они просто несбыточны. Их невозможно выполнить. Вот. А тогда возникает резонный вопрос у обычного человека. А если этой цели достичь невозможно, тогда ради чего все это? А не ради того ли, чтобы Зеленский и его окружение еще больше денег нахоботили? А не ради того, чтобы европейцы смогли зарабатывать на этом конфликте и кошмарить свой народ? Да? А не ради того, чтобы все вот эти касты новая, да, могла себя так же ровно и классно чувствовать за счет обычного человека. Тогда опять мы с вами возвращаемся к тому вопросу, который был ранее. Вот почему люди не хотят погибать и не хотят воевать. Они рождены не для того, чтобы Зеленского сказку сделать были. Не для этого. Понимаете, непонятно, что сломалось внутри. Криминогенная ситуация вообще на самом деле ужас. Ужас ужасный. Вот, пожалуйста, новость. В Ужгороде женщина подсыпала яд военному, тот умер. Полиция сообщила. По версии следствия, женщина была завербована спецслужбами России. Понятно, как же без этого. Это их инструкция. Там нашли тело. Он снимал у нее квартиру. 26-летняя уроженка Запорожья. Сказала, что накануне они отдыхали, и, вероятно, мужчина умер, потому что перепил водки. Однако полиция считает, что женщина делала по указанию спецслужб. Видео, где она сама рассказывает, что искала работу в пабликах, на нее вышли с предложением, в частности, поджигать машины. Дальше там куратор создал страницу с ее фото в соцсетях, и она вообще общалась с разными. Потом выбрал женщину, выбрал жертву, да, под эту женщину, и, в общем, не договорился о встрече. То есть вот так это все было, а потом она понимала, что подсыпала мужчине яд, ей сказали, что оно действует, в общем-то, не действует без алкоголя, поэтому надо было напоить. Вы представляете, в Ужгороде военного сладкая ловушка, как говорится. И вот опять-таки мы видим эту 100-летнюю женщину, которая паспорт оформила, уехала, это как бы передний край, да, вот к этой войне. А это ж Ужгород вообще с другой стороны. Львов точно так же, вроде бы как далеко, но сегодня вот прям принимали в подъезд дома, заскакивала полиция, там спецслужба. Просто у кого-то слетела башня, вот этот кто-то, 81-го года рождения, у него там был
подмечать, что это, скажем так, флобер, ну, такой не боевой пистолет, но, тем не менее, он там, видимо, ну, он какой-то потерянный, видимо, что-то употребил и начал палить там со своего окна. Полиция демонстрирует, в общем, как она работает, да. Вместе с этим сейчас очень интересная такая дискуссия. Я хотел бы, чтобы вы тоже 2 слова сказали по этому поводу. Так а что полиция? Да, вот сейчас они показывают, что они работают, они нужны. После Голосеевского стрелка это прям они сейчас как из пулемета строчат вот эти, скажем так, задержания, видео, показывают. Но, казалось бы, воспевалы режима говорят, так полиция унижена была долгое время, надо что-то делать с этим. Корчинский выполз. Начальство патрульної поліції, взагалі національної поліції, ставить цю саму поліцію дуже часто в принизливі ситуації. Тобто ці люди звикли бути приниженими і, відповідно, вони не проявляють якоїсь активності в ситуаціях, де треба проявити свою гідність і мужність. От начальник патрульної поліції подав у відставку в зв'язку з цим інцидентом. Але він не подав у відставку, коли його змушували охороняти гей-паради. Фактично брати в них участь, тому що без участі патрульної поліції і взагалі посилених спецпідрозділів поліції жодний би гей-парад не відбувся би в цій країні. Тобто вони є прямими учасниками і співорганізаторами гей-парадів. Тобто для нього це не було, скажімо, порушенням його офіцерської честі, як він називає цю саму офіцерську честь. І ці самі поліціянти завжди беруть участь в такого роду заходах. І ми від людей, які звикли брати участь в гей-парадах, очікуємо, що вони будуть проявляти мужність в захисті звичайних громадян. Я думаю, це абсолютно дурниця. Від їхнього начальства ми будемо очікувати якихось такої, скажімо, честі і мужності. Це все дурниця. То есть он увязывает вот эти страшные события, дыру, пропасть в доверии человека полицейскому, человека государству. Ну так а что мы от них ждем? Они вообще их унижают, они там гей-парады защищают, они там вот это вот все. Ёлки-палки, какие гей-парады? Понимаете? Ну, какие гей-парады? То есть, как критики много сейчас в адрес полиции, так и тех, которые говорят, давайте что-то поменяем и дадим им больше прав. Что сломалось в этом вопросе? Как видите вы? Это, конечно, я с самого начала начну насчет клофелинщицы, да, для зрителей я открою страшную тайну, еще со времен КГБ в ФСБ есть преемственность, в поле ФСБ или в академии, как правильно говорить, готовят всегда по специальности разведчица-клофелинщица, и потом забрасывают, и вот они очень долго живут в определенных местах, как такие тихие агенты, спящие, потом они вскрываются и сразу начинают по синей лавочке кого-то травить. Ну, такую дичь придумать. Просто, я бы еще понимал, если бы траванули какого-то генерала, там, да, какого-то разведчика важного, носителя информации, человека, от которого зависят решения, да, просто солдата отравила какая-то женщина, да, клофелином или не паленой водкой, сказали, что это след KGB, то есть это смешно, Это позорище, Александр. Все же видят социальный срез, социальную структуру общества. Простому человеку, чтобы заработать, это, кто получает нормально плюс-минус деньги, понятно кто, военные, да, то есть пойти на работу, куда пойти на работу? Вот и гребут всех подряд, вот это вот он там и, в общем, там сидят вот в тылу, типа бухают, развлекаются, вот и все. Вот. Это, я к тому, что это свидетельство упадка социального уровня в Украине. Вот эти истории. А, конечно, нужно примостить руку Кремля. Это очень, кстати, показательный момент. К Голосеевскому стрелку тоже же пытались привинтить. Но тут же никто не будет разбираться, что там она отравила. А это по заданию ФСБ, конечно. 100%. Ведь Стрелок тоже то рожден в Москве, то на Донбассе, то потом вообще уже непонятно, где он рожден. А насчет Корча, это прям вообще отдельная история. Это такой персонаж знатный, да, который работает на офис президента Украины и вообще очень известная личность. И мне приходилось с ними публично дискутировать. Человек, который мнение свое раз 200 менял. То он там и с Дугиным встречался, и за славянское братство было, его организация братства, кстати, довольно радикальная была в свое время. Вот. А сейчас, нужно как-то им жить, нужно как-то работать. Вот они и задвигают вот такие темы публично. Хотя мне кажется, что подобные фигуры в медийном пространстве, они больше на фриков походят. Я не знаю, есть ли у них какие-то сторонники, которые там свято верят в их высказывания. Насчет полиции.
То, что полиция деградировала, да, то она, ну, по словам Корчинского из-за гей-парадов, вот, но деградировала она после реформы полиции, когда после Майдана провели люстрации, и вот решили, что нам необходимо реформировать украинскую полицию, выгнать всех к чертовой матери, кто там раньше учился, работал, следаков повыгоняли, вот, нарушили полностью систему, которая была у следователей выстроена по информаторам на районах. То есть столько нераскрываемость уголовных дел просто зашкаливала. Есть целая статистика, ну, кому интересно, если не поленитесь, можете в интернете найти. Я уже цифры, правда, не помню, довоенная еще статистика. Вот. Раскрываемость упала в разы. А начали потом набирать ребят, мальчиков, девочек. Они проходили какое-то обучение в полицейской академии. Что это за полицейские академии? Как их учили? Возможно, как в фильме когда-то американском про полицейскую академию. В общем, потом их выпустили на улицы городов, и в спокойное время, в принципе, да, функцию такой декларативной полиции они выполняли. Я не говорю про всех. Опять, я всех под одну гребенку не хочу грести, потому что среди полицейских есть достойные люди, которые действительно свой долг выполняли, вот, и пытались бороться с преступностью, и такие есть. И я таких встречал. И те, которые были не согласны с действиями власти и прочее. Но то, что мы имеем сейчас, это показатель деградировавшей напрочь структуры полицейской, Министерством внутренних дел, вообще всей этой системы, потому что сейчас в полицию кто идет? Тот, кто не хочет, чтобы его мобилизовали, отправили на фронт, и тот, кто хочет заработать. Когда я вижу, что ТЦКшник избивает гражданина Украины, а полицейский, хотя это не полицейский, не знаю, как его назвать, да, этот персонаж в черной форме стоит рядом і наблюдає, і каже, ні, ну а що, ну все законно, там, що ми можемо зробити, да, все правильно делается, то тогда мы понимаем, что это полнейшая дичь, Это не просто полиция. дичь, это просто какой-то ад. Ну, приходит, вот мы по поводу этой потасовки на крыше, да, приходит официальная версия ТЦК. Мужчина сам вышел на крышу, испугался высоты и при попытке помочь упал вместе с военным ТЦК. При попытке установить контакт произошла потасовка, в результате которой оба упали. Впоследствии мужчина объяснил, что сознательно скрывался, потому что находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Сейчас он проходит ВЛК, ну как раз после падения с крыши. Ну а в ТЦК подчеркивает, что действовали в рамках помощи и пытались избежать травм. Я не буду ставить еще раз это видео, как они ему там... Это они просто торопились сильно ему помочь, волокли его по земле, ну, чтобы травмы избежать, Гражданский конечно же. долг свой выполняли, да. То есть, это вы ж- понимаете, это какой-то просто какая-то дичь с этим, с этой крышей. Ну, это просто что-то. с Это чем-то. наплевательское отношение к народу, когда народу можно втюхать всякий бред под видом официальной версии. Мы хотели помочь. Мы тебе 2 руки сломали, 2 ноги и ребра. Ты лежишь в больнице. Брат, мы тебе помочь хотели. Ты просто помощь принимать не умеешь. Вот в следующий раз научишься, да, меньше увечий будет. Мы же тебе хотели форму дать. Мы тебе помочь хотели, смысл жизни обрести, как некоторые персонажи публично выступают. Говорят, ты кем вообще был? Ты крышу там строил, где-то на стройке пахал. Кто ты? У тебя не было шансов на красивую жизнь, на хорошую машину, да, красивых женщин, на карьеру. Так иди и приобщись к большому. Помните же этот бред? Это же на украинском телевидении отдельные персонажи рассказывали, да? И вот приобщись, мы тебе даем возможность, иди, погибни и стань частью чего-то великого. Чего, правда, великого? Так вот этот парень просто не понял, что ему хотели помочь стать частью великого. Помощь принять не умел. Ну вот насильно помощь такая. Вот. Но если серьезно, мы смотрим на криминальную обстановку в Украине. Смотрите, каждый день какие-то перестрелки. Кто-то кого-то отравил, достают оружие. Стрелок этот сумасшедший, да, имбецильный, который вышел 7 человек положил. Вот, кстати, героически, да, собой закрыл ребенком 10-летнего дворник, да, который погиб. Вот я считаю, это человек-герой. То есть он поступил так,
как не может поступить ни один полицейский, ни один ТЦКшник и ни один политик в Украине. Он свою жизнь отдал за совершенно чужого ребенка. Мне кажется, что в честь таких людей нужно памятники ставить, и улицы называть, и посмертно героя. Я сейчас не шучу. Этот поступок действительно достоин героизации и памяти о нем, а не всякие барбершопные войска или там за взятие Кривых Гор, да, как получали определенные бывшие политики свои медали. То есть этот момент. Но в Украине сейчас идет по нарастающей криминальная обстановка. Она будет усиливаться. Существует такая теория разбитых окон, да, 80-х годов в Нью-Йорке, что любые мелкие правонарушения за собой влекут увеличение этих правонарушений, да, и оно как снежный ком накапливается и приводит к тому, что будет полная криминальная обстановка. Так в Украине уже не идет речь о мелких правонарушениях. Правонарушения очень серьезные, на высочайшем уровне. Права человека базовые нарушаются. После этого все идиоты, которые владеют оружием, имеют отклонения психические, имеют ощущение, что именно его мировоззрение правильное, справедливость только он остро чувствует и понимает, как ее достигать нужно, выходят на улицу, и как вот тут 2 дня назад мужик ехал за рулем, переходил другую дорогу не в положенном месте, этот достал ствол и швалять начал. Ну Да. так, я не помню про Бэтмена, это Готэм или как этот город назывался, да, в котором во мраке все жили и там царила преступность, да. Ну вот это Украина, это крупный Готэм сейчас получается. И с каждым днем оно будет усиливаться. А представьте, сколько еще вернется тех, которые захотят спросить с ТЦКшников, с бизнесменов, с коммерсов, да, что ты на Мерседесе, падла, ездишь, да, пока я там кровь проливаю. Это же было, это было в истории многих стран, и это будет. Вот и Зеленский это понимает, Смелянский это понимает, поэтому его детки живут в Штатах, с паспортами, он красава. А все остальные, ну так вы рожей не вышли, друзья, мы рожей не вышли, а он вышел. Ну, это все начинается с вот такого же вранья, когда говорит, так это помочь хотели. Помочь, помощь, ну это же помощь. Все понимают, ну елки-палки, ну что вы творите? В финале нашей сегодняшней беседы я бы хотел с вами, чтобы, смотрите, сейчас вообще бесполезно что-то комментировать. Идет вот этот отсчет непонятный часов 36, 75, вот короче. Левит тоже выходит, говорит, а мы не знаем, что Трамп не дал, собственно, свой месседж, посыл, что дальше. И вот сейчас все в подвешенном состоянии по поводу войны с Ираном, как она закончится, заканчивается ли они, будут ли переговоры или нет. Переговоры сорваны 2-й раз. И вот будет ли 3-й срыв, вот мы сейчас посмотрим. Перемирие продлили на непонятное количество, в общем, суток, часов. Но странные вещи происходят в Иране. Значит, в ряде регионов этой страны температура внезапно упала. Обрушились проливные дожди, спровоцировавшие масштабное наводнение. В отдельных провинциях снег выпал неожиданно. Апрельские аномалии, с которыми метеорологи связывают прохождение мощного циклона после многолетней засухи, мгновенно стали предметом острых политических, внимание, споров. Случайность природы или прямое последствие удара по американскому климатическому центру в Арабских Эмиратах, якобы разрушенному в ходе недавнего конфликта с Тегераном. Удаленный пост официального аккаунта посольства Ирана в Кабуле, где говорилось о том, что в секретном центре посева облаков и изменения климата под контролем США в Эмиратах мгновенно разлетелся в сети. Авторы утверждали, что после этого уничтожения погодные условия в регионе перевернулись за одну ночь. В Иране и в Ираке начались ливни. Мы помним эти ливни в Арабских тех же Эмиратах. Температура упала на 5 градусов, хотя многие эксперты поспешили назвать это просто конспирологией. Другие просто напомнили проверенные факты американского вмешательства в климат. То есть все говорят о каком-то климатическом оружии. Ситуация, правда, очень такая нетипичная. То есть мы видим прям снег, машины в пробках, разгребают, расчищают. То есть, это не иранская погода конца апреля, так точно. Прям снег идет. Это прям нечто, показывает иранское телевидение. Снег, в самих городах.
Как каток прям устроили, понимаете? Не кажется ли вам, что Иран вот через эту паузу обретает, ну вот как Украина, территорию испытания новых возможностей, территорию испытания, ну, короче, поле боя, полигон своеобразный, только не в таком прямом смысле, как у нас там, давайте роботов протестируем, там новые ракеты, новое что-то еще, а вот чем дольше это тянется, тем больше к этому привыкания и, ну, пристроят ума своего. Совершенно разные силы и со стороны Ирана, и со стороны Запада в отношении того, что это будет новая, условная, только больше черная дыра испытаний разных технологий. Может, вполне может быть, и нет никакой конспирологии. Люди, которые следят за технологическим прогрессом, знают, что давно существуют технологии, которые создают климатические условия для того, чтобы, условно говоря, в пустынной местности дождь пошел, да, вот. И это все делается там для и сельскохозяйственных угодий, и для других целей. И климатическое оружие, оно тоже существует, и об этом и политики прямо говорили, да. И можем, конечно, посмеяться, вспомнить знаменитое видео Жириновского в бане, там, где он говорил Бушу, что не надо шутить с войной, потому что там другие ребята. Он в конце так в шутку юмора сказал, говорит, мы, говорит, изменим ось Земли, говорит, и вода потечет, и все, кранты тебе. Вот. Но сам факт в том, что ось Земли, понятно, вряд ли кто-то может изменить, да, без взрывов. Со взрывами может, то есть тут тоже нужно понимать, но влиять на климатические условия, да, посредством наличия оружия, которое, возможно, уже даже и в космосе находится, просто об этом прямо не говорят. Говорят об угрозе, что там Америка может, Россия может, Китай может, да, вывести на орбиту, возможно, вывели, да, воздействуют. Многие конструкторские бюро, да, центры, в которых разрабатываются сверхтехнологии, работают над всем этим. Поэтому испытание, любой конфликт, который сейчас будет, да, и который сейчас есть, это своего рода полигон для испытания нового оружия. В Украине мы удивлялись, да, полигон для испытания беспилотных систем. До этого был Карабах, и, ну, не помню, год 19-й, да, или 18-й, когда байрактары прилетели. Тогда у всех шок был, что это за система, которая смогла просто лишить жизни, да, махом количество вооруженных сил, да, и там танковой техники. Поэтому дальнейшее действие, то есть любая часть планеты, на которой будут боевые действия происходить, это будет своего рода испытание. Мы живем в эпоху нового технологического уклада. 6-й технологический уклад, его А-фаза, в которой идет тестирование, да, не только технологических систем, но и военных. И разрастание конфликтов, потому что все борются за место под солнцем. Кто сейчас это место займет, в ближайшие 60 лет будет зарабатывать и иметь пальму первенства. Поэтому военно-промышленный комплекс, как колыбель технологий, потому что все новые технологии всегда рождаются в первую очередь в ВПК, он будет за собой тянуть другое развитие. Но, к сожалению, это именно тот сектор, который применяется не в созидательную сторону, а в сторону разрушения. И новые технологии, они будут тестироваться в любой горячей точке мира. Нам нужно к этому привыкнуть, понять, как это будет работать, и пытаться научиться себя обезопасить. В общем, как-то так. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Вот так втроем прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Александр, спасибо за время и мысли. Взаимно, до новых встреч. Берегите себя, несмотря ни на что. Добра и света. Увидимся.